Глава 2381. Монархическая угроза преисподней. Будьте уверены, все приготовления завершены, и наша армия также достигла заранее определенного места назначения. Жаль, что их царство — это главное царство, которое мы не можем преобразовать. В противном случае мы смогли бы напрямую вторгнуться в их царство через этот вход. Тем не менее, это хорошо, что мы можем решить эту проблему через этот матч. В конце концов, кроме этого маленького мира, у нас нет других конфликтов интересов с ними, ответила последняя короткая фигура голосом, похожим на голос младенца. Исследуя души живых существ, которых мы захватили, я обнаружил, что их царство, похоже, принадлежит к группе царств, которые уже потеряли контакт с истинным бессмертным царством в течение бесчисленных лет. Если бы не инцидент, произошедший в этом маленьком мире, который так случайно связал его с нашими двумя главными мирами, мы бы даже не смогли войти с ними в контакт. Именно из-за этого их традиции культивирования не должны были сильно измениться с древних времен, и они могли бы обладать многими искусствами культивирования и секретными техниками, которые очень редки в других мирах. Вот почему брат Мин Сюн послал нас всех пятерых сюда сразу. С одной стороны, он хочет, чтобы мы претендовали на единоличное владение этим маленьким миром, и в то же время он также хочет, чтобы мы научились некоторым вещам, сражаясь с нашими противниками. Неужели ты не понимаешь, что мы все впятером застряли в узких местах на долгие годы? Сказала властная тень. Глаза дородной тени сразу же загорелись, услышав это. В таком случае, мы действительно должны поблагодарить брата Мин Сяо за то, что он был так заботлив. Хе-хе, это редкая возможность увидеть древние искусства культивирования, надеюсь, они нас не разочаруют. Хорошо, поскольку других проблем нет, давайте закончим на сегодня и вернемся к отдыху. Завтра мы отправим несколько человек для связи с нашими противниками и установим необходимые ограничения в рамках подготовки к предстоящему матчу, заявила авторитетная тень. Все остальные тени согласно закивали. На следующее утро на 5 горах появились группы закованных в доспехи воинов и грозных призрачных существ, и все они были заняты работой. Только после того, как прошло полдня, мастера формирования с обеих сторон завершили защитные ограничения, и после этого состоялся перекрестный допрос. Несколько часов спустя все мастера формирования покинули горы, и каждая сторона оставила на месте только несколько охранников. Прошел еще один день, и как раз в тот момент, когда Хань Ли направлялся к залу крепости, он, наконец, встретил чрезвычайно известного Сюэша с континента Кровавого Неба. Это был человек средних лет в сером одеянии с обычной внешностью, но Хань Ли был в состоянии ясно ощутить чрезвычайно страшную зловещую ауру внутри тела Сюэша, которая была довольно тревожной даже для Хань Ли. Прежде чем Хань Ли успел что-то сказать Сюэша, они были вызваны из зала Би-Ин и полетели на один из гигантских островов наверху. В следующее мгновение массивное летающее сокровище отправилось в путь, а вскоре после этого остановилось менее чем в 10 километрах от 5 гор. Сразу же после этого Хань Ли и остальные появились прямо над островом, прежде чем вглядеться вдаль. Взрыв-грохот раздался внутри черной ци по другую сторону разделительной линии, и гигантская костяная гора появилась, прежде чем также остановиться рядом с 5 горами. Затем с вершины костяной горы вырвался взрыв черной ци, внутри которого было несколько черных теней разных статуй. Зрачки Би-Ина слегка сузились, когда он увидел это, и он взглянул на небо, прежде чем снова упасть. Хань Ли и остальные тоже оценивали гигантскую гору без всякого выражения. Спустя долгое время сверкающее белое солнце в небе внезапно слегка потускнело, и закованные в доспехи воины и призрачные существа возле гор немедленно разошлись в унисон, быстро отступая назад в свои стороны. Выражение лица Би-Ина слегка изменилось, когда он увидел это, и он сказал: «Пришло время, товарищи даосы. Независимо от исхода этого матча, мы обязательно выдадим всем вам обещанную компенсацию». «Это все, что мне нужно было услышать», — сказал Сюэша со слабой улыбкой, а затем полетел к одной из гор, как полоса малинового света. «Вы приготовили и то, что мне нужно?» — спросил человек в серебряных доспехах. «Будьте уверены, брат Лей, этот предмет уже найден и ждет вашей коллекции». Человек в серебряных доспехах был очень рад услышать это, и темная туча внезапно появилась у него под ногами среди грохочущего раската грома, прежде чем также отнести его к одной из гор. Что касается Вэнь Синьфена, то она бросила маленького зверька на руках вперед, и он немедленно превратился в гигантского крылатого серебряного соболя, который взмахнул крыльями и выстрелил вперед, как полоса серебряного света, неся Вэнь Синьфена на спине, когда он летел вдаль. Тем временем Хань Ли сложил кулак в салюте Би-Ину, прежде чем сделать шаг вперед, после чего внезапно исчез на месте. В следующее мгновение он снова появился на расстоянии более 1000 футов и после еще нескольких вспышек появился над второй горой слева. Все, казалось, намеренно оставили гору в самой середине для Би-Ина, чьи рукава расширились, когда он прыгнул вперед, мягко летя по воздуху, как будто он превратился в массивную птицу. В то же время 5 фигур также приближались к 5 горам изнутри черной ци с другой стороны разделительной линии. Когда Хань Ли ступил на вершину второй горы, шар черной ци уже быстро спускался к нему.
Раздался оглушительный грохот, и гора слегка задрожала, когда в огромном кратере впереди появилась дородная фигура. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он оценил своего противника, после чего он обнаружил, что дородный мужчина был окутан черным теневым барьером, что делало невозможным разглядеть его истинные черты. Хань Ли едва разглядел смутную фигуру с парой массивных изогнутых рогов на голове и конечностями, которые были намного длиннее, чем у обычного человека, а также пару малиновых глаз, наполненных безграничной свирепостью, напоминающих глаза страшного зверя. Ты сделал правильный выбор, выбрав могущественного монарха преисподней в качестве своего противника, малыш. Я позабочусь о том, чтобы ты умер безболезненной смертью. Холодно усмехнулся дородный мужчина, пристально глядя на Хань Ли своими свирепыми глазами. Угроза монарха преисподней, да? Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, сможете ли вы подкрепить свои слова своими действиями, беспечно ответил Хань Ли. Именно в этот момент вокруг всей горы раздался жужжащий звук, после чего более 100 столбов света поднялись в небо в унисон, а затем превратились в пару массивных пятицветных световых барьеров, которые охватили всю гору. Хань Ли выпустил свое духовное чувство к световым барьерам только для того, чтобы оно было немедленно отброшено. В результате он не мог следить за сражениями на соседних горах. Казалось, что это ограничение было разработано так, чтобы каждая пара бойцов могла сосредоточиться на своей битве, не отвлекаясь на другие сражения. Как только эта мысль пришла в голову Хань Ли, монарх преисподней угрожающе посмотрел на световые барьеры, прежде чем внезапно издать низкий рев. Чрезвычайно страшная аура немедленно вырвалась из его тела, прежде чем подняться в небо в виде черного торнадо. Однако затем торнадо был быстро разорван посередине, и угроза монарха преисподней была полностью раскрыта как гигантская фигура высотой более 30 футов с головой коровы и человеческим телом. У него была серая кожа и черные доспехи, пронизанные бесчисленными острыми шипами. В одной руке он держал красную булаву, изготовленную из какого-то неизвестного материала, а в носу у него поблескивало золотое кольцо. Интересно. Вы очистили это тело после того, как овладели телом зверя. В таком случае вы должны быть очень уверены в своем физическом теле, заметил Хань Ли со слабой улыбкой. Почему бы тебе самому не прийти и не испытать силу этого тела? Угроза монарха преисподней усмехнулась, когда он несколько раз подряд взмахнул своей красной булавой в воздухе, как молнией. Над Хань Ли тут же раздалась череда оглушительных ударов, и несколько выступов булавы размером с павильон появились из ниоткуда, прежде чем рухнуть в унисон. Еще до того, как они действительно прибыли, огромная сила, проникшая в проекции, посылала порывы свирепых ветров, несущихся сверху. Однако Хань Ли даже не потрудился поднять голову, когда он небрежно протянул вверх мерцающий золотой кулак, выпустив проекцию золотого кулака, которая столкнулась с огромной силой, обрушившейся на него. Раздался оглушительный грохот, когда белые ударные волны и золотой свет переплелись, и проекции булавы и проекции золотого кулака были уничтожены в унисон. Зрачки монарха угрозы преисподней слегка сузились, увидев это. Ой, ваше физическое тело также довольно мощно. Несмотря на то, что он использовал только 20% своей полной силы, было ясно из беспечной демонстрации Хань Ли, что он не использовал много силы, также в этом ударе. И это было довольно удивительно для угрозы монарха преисподней, который всегда был известен в адском царстве своей физической доблестью. Прежде чем он успел сделать что-либо еще, Хань Ли внезапно сделал движение захвата, и лазурный длинный меч появился в его руке среди вспышки лазурного света, прежде чем быть разрезанным в воздухе, выпустив бесчисленные лазурные нити, которые понеслись к монарху Нижнего мира, угрожающему со свирепой силой. Глава 2382. 5 дьяволов. Глаза монарха преисподней угрозы слегка сузились, когда он увидел это, и он небрежно взмахнул своей булавой перед собой, прежде чем сделать глубокий вдох и испустить оглушительный рев. Перед лицом этого громоподобного рева пространства перед ним искривилось и искривилось, образовав полупрозрачный световой барьер. Лазурная нить ударила в световой барьер, как проливной шторм, только чтобы мгновенно исчезнуть в нем без следа. Намек на удивление промелькнул в глазах Хань Ли, когда он увидел это, и лазурный длинный меч в его руке удлинился примерно до 10 футов в длину по его приказу, прежде чем снова рассек воздух. Внезапно над угрозой монарха преисподней появилась проекция меча длиной более 100 футов, прежде чем рухнуть сверху. Угроза монарха преисподней издала холодное хрюканье, когда он без колебаний ударил вверх своей булавой. Бесчисленные всплески черной ци вырвались из булавы в безумии среди взрыва призрачных завываний, превращаясь в черного дракона, который поднялся в небеса. Еще до того, как проекция лазурного меча успела опуститься, она была уничтожена черным драконом, который затем испустил грохочущий рев, бросившись прямо на Хань Ли. Выражение лица Хань Ли не изменилось при виде черного дракона, и внезапно серия лазурных летающих мечей вырвалась из всех частей его тела, прежде чем образовать лазурный лотос меча, который был размером около акра. Лепестки лотоса меча медленно расцвели по приказу Хань Ли, а затем он устремился к черному дракону, прежде чем разорвать его на бесчисленные клочки своим несравненно острым мечом ци.
В отличие от того, чтобы быть разъяренным уничтожением черного дракона, монарх преисподней угрозы захихикал с ликованием. «Ха-ха, хотя я только что испытывал тебя, я вижу, что ты довольно грозный противник, я смогу немного повеселиться в этой битве». Как только его голос затих, он снова взмахнул булавой, прежде чем начать произносить заклинание. Внезапно из его булавы вырвался яркий малиновый свет, и она превратилась в алый флаг. Флаг состоял из алого тумана, а флагшток был сделан из длинной белой кости. Один только вид флага вызывал леденящее душу ощущение, и как только он обретал форму, флаг был подброшен в воздух угрозы монарха преисподней. Бесчисленные дуги черных молний выскочили из поверхности флага, и 5 мерцающих золотых черепов внезапно появились из него. Поначалу черепа были всего лишь размером со среднюю чашу, но они быстро раздулись до размеров колес повозки с малиновым пламенем, вспыхивающим в их глазах и слабым зеленым светом, исходящим из их ртов. Хань Ли не мог не запнуться, увидев это. Хе-хе, это истинные инские дьяволы, которых я очистил от воинственных душ могущественных врагов, которых я убил. Возможно, ты будешь иметь честь стать моим 6-м инским дьяволом, усмехнулся монарх преисподней угроза, указывая пальцем на череп наверху. Багровое пламя в глазах черепов тут же вспыхнуло, и 5 черепов превратились в 5 призрачных дьяволов, у каждого из которых были длинные пурпурные волосы, острые когти и угрожающие черты лица. Кроме того, по всему их телу горело багровое пламя, и их аура не уступала ауре среднего существа великой стадии Вознесения. «Вперед!» — приказал монарх преисподней угрожающе, указывая пальцем на Ханьли, и 5 золотых призрачных дьяволов немедленно выстрелили в сторону Ханьли, как 5 шаров золотого света. Как интересно! Весьма примечательно, что вам удалось превратить зарождающиеся души в этих дьявольских созданий. Однако, если вы думаете, что вы единственный, у кого там есть союзники, то вы не можете быть более неправы, сказал Ханли с улыбкой. Сразу же после этого он провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить шар золотого света, который превратился в пурпурно-золотой Цзиньтун. «Давай, дай им освобождение, которого они заслуживают», — сказал Ханли. Цзиньтун повернулся к 5 приближающимся дьяволам с холодным выражением лица, затем топнул ногой в воздухе, и бесчисленные полосы невидимой ци меча вырвались из его тела в выступление. После этого он превратился в огромное пространство золотого света, которое слилось воедино с ци меча, прежде чем устремиться к 5 дьяволам. Самый могущественный на вид один из 5 призрачных дьяволов поднял руки и вонзил свои призрачные когти прямо в бурю ци меча, после чего его пальцы и почти половина рук были мгновенно разорваны золотой ци меча. Эти призрачные дьяволы были способны противостоять первоклассным сокровищам только своими телами, но они не могли сравниться с несравненно острым золотым мечом ци. Призрачный дьявол, естественно, был совершенно ошеломлен этим, и он немедленно развернулся, прежде чем исчезнуть в воздухе в мгновение ока. Тем временем остальные 4 дьявола открыли рты, чтобы в бешенстве извергнуть шары черных молний, быстро объединившись в одно целое, чтобы сформировать море черных молний, которые столкнулись с золотым светом. Таким образом, черная ци и золотой свет переплелись, и это было так, как будто 2 гигантских зверя сражались изо всех сил. Внезапно около дюжины толстых полос ци меча вырвались из золотого света в линию, разрывая гигантскую рану в черной ци по пути к 5 призрачным дьяволам. Однако именно в этот момент дьявол, который только что исчез, вновь появился в разорванной ране. В этот момент его руки и ладони полностью восстановились, и он сразу же открыл рот, чтобы выплюнуть багровую костяную бусинку. Мало того, что золотая ци меча, ударившая по бусине, мгновенно отталкивалась, она была окрашена в малиновый цвет, прежде чем рассыпаться. Эта бусина обладала невероятным эффектом разложения других сокровищ, и она быстро выпустила бесчисленные всплески черной ци, которые затопили как ее саму, так и только что появившегося призрачного дьявола. Ци меча не могла полностью разорвать черную ци, но черная ци также не могла отразить ци меча. Эти двое сталкивались снова и снова, но ни одна из сторон не могла одержать верх, и, таким образом, наступил тупик. Казалось бы, это был сложный процесс, но на самом деле все произошло в мгновение ока. Угроза монарха преисподней слегка дрогнула при виде Цзиньтуна, и он был ошеломлен тем, что его 5 призрачных дьяволов едва смогли противостоять ци меча Цзиньтуна. Что это за звердух? Его аура кажется довольно знакомой. «Думаешь, я тебе скажу?» Беззаботно спросил Ханли. Похоже, мне просто придется бить тебя, пока ты мне не скажешь». В глазах монарха преисподней появилась ярость, когда он сделал ручную печать, и он сразу же начал увеличиваться в размерах, в то время как черная ци позади него переплеталась, образуя массивное призрачное лицо размером около акра. Призрачное лицо открыло рот, чтобы выпустить длинную полосу черного света, которая каким-то образом покрыла расстояние более 1000 футов в мгновение ока, чтобы достичь Ханьли. В ответ Ханьли остался на месте, но перед ним на фоне всплеска пространственных флуктуаций возник барьер божественного света. К большому удивлению Ханьли, серый световой барьер был мгновенно разрушен, как только в него ударила полоса черного света, после чего полоса света быстро обвелась 7 или 8 раз вокруг тела Ханьли,
образуя вокруг него гигантский кокон. Слой пламени вспыхнул над поверхностью кокона, и он превратился в гигантский огненный шар. Однако угроза монарха преисподней на этом не остановилась. Вместо этого он вызвал гигантский чернильно-черный топор, который был несколько десятков футов в длину и испускал отвратительный запах, и топор был направлен в огненный шар, как молния. Раздался резкий скрежещущий звук, и над головой появился несравненно острый выступ топора, прежде чем с безошибочной точностью ударить в центр черного кокона. Раздался громкий металлический лязг, и выступ копья был отброшен, прежде чем разбиться на бесчисленные куски. Сразу после этого из огненного шара раздался громовой рев, и 6 гигантских мохнатых рук разорвали кокон на части. В то же самое время взрыв обжигающего серебряного пламени вырвался из массивных рук, затем устремился вниз, чтобы охватить все окружающее пламя, после чего Хань Ли был обнаружен. В этот момент он был в своей гигантской золотой обезьяньей форме с 3 головами и 6 руками, и он оценивал угрозу монарха преисподней с холодным выражением лица, в то время как серебряное пламя горело по всему его телу. Угроза монарха преисподней тоже оглядывалась на Хань Ли с намеком на недоумение в глазах, явно удивленная тем, что его последняя атака вообще не причинила вреда Хань Ли. В следующее мгновение 6 рук Хань лежались в крепкие кулаки, и он выпустил бесчисленные золотые кулаки, которые превратились в шары золотого света. Монарх преисподней угроза холодно хмыкнул, увидев это, и он выпустил еще один оглушительный рев, чтобы создать тот же искаженный световой барьер. Таким образом, золотые шары света ударили по световому барьеру проливным шквалом, но в этот раз все выступы кулака мгновенно взорвались, столкнувшись со световым барьером, выпустив взрывы страшной силы. Перед лицом такого безжалостного шквала кулачных выступов световой барьер начал трескаться со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Наконец, световой барьер был полностью разрушен, и все выступы кулака устремились прямо к угрозе монарха преисподней. Однако угроза монарха преисподней не делала никаких попыток уклониться. Вместо этого он поднял свой гигантский черный топор, и тот мгновенно превратился в массивный костяной щит среди вспышки черного света. В то же самое время гигантское призрачное лицо позади угрозы монарха преисподней расплылось, прежде чем внезапно появиться на костяном щите, а затем открыло свою пещеристую пасть, чтобы выпустить взрыв страшной всасывающей силы. Все приближающиеся выступы золотого кулака были сметены этим взрывом всасывающей силы и втянуты в рот призрачного лица, на котором они полностью исчезли среди вспышек золотого света и взрыва непрекращающегося грохота. Глава 2383. Могучая призрачная Ци. Пожрав все золотые шары света, монарх преисподней угроза начал произносить заклинание, а затем открыл рот, чтобы выпустить шар зеленой эссенции крови, который мгновенно исчез в призрачном лице. Призрачное лицо на щите внезапно рыгнуло, быстро увеличиваясь в росте, чтобы походить на небольшую гору, прежде чем злобно укусить в направлении Хань Ли. Все небо внезапно потускнело, и казалось, что призрачное лицо вот-вот поглотит всю гору. «Пожрать небо и землю!» Воскликнул Хань Ли, и выражение его лица резко изменилось. Однако затем он поднял свои 6 рук в унисон среди низкого рева, выпустив шквал золотых рун, которые превратились в 6 шаров мерцающего золотого света. 6 шаров света мгновенно телепортировались к рту призрачного лица, прежде чем в бешенстве влететь в него. Последовала череда глухих ударов, когда шары золотого света взорвались бесчисленными рунами, которые мгновенно образовали золотой вихрь. Вихрь быстро разросся до площади около акра, и он выпустил бесчисленные золотые руны среди череды буддийских песнопений. Гигантский рот призрачного лица сомкнулся вокруг золотого вихря, и оба начали ярко светиться, когда их силы столкнулись, создавая массу переплетающегося черного и золотого света, который непрерывно вспыхивал между призрачным лицом и золотым вихрем. Впервые увидев это, на лице монарха угрозы преисподней появилось серьезное выражение, и он внезапно сделал шаг вперед, после чего резко исчез на месте. В следующее мгновение над Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и гигантская черная нога злобно топнула сверху рядом с серией шаров малинового света. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он в отместку поднял руку вверх, и сверкающее золотое солнце взорвалось, выпустив взрыв огромной силы, который остановил гигантскую ногу, застывшую на месте. Однако в следующее мгновение угроза монарха преисподней полностью появилась наверху, и в этот момент он превратился в гиганта высотой более 10 тысяч футов. Он ударил обеими руками под взрыв зловещего кудахтанья, и его руки превратились в пару темных облаков, которые обрушились сверху с разрушительной мощью, выпустив тошнотворный запах и взрыв малинового пламени. В отличие от того, чтобы быть встревоженным этим нападением, Хань Ли был в восторге, увидев, что угроза монарха преисподней атакует его физическое тело. Он немедленно сделал ручную печать, на которой он раздулся до более чем 1000 футов в высоту, и бесчисленные серебряные образования различных размеров появились по всему его телу. В то же самое время 6 различных типов золотого оружия появились в его руках среди вспышки золотого света, прежде чем быть размахнутым вверх в ответ.
Оглушительный грохот разнесся по всему небу, и Хань Ли вздрогнул, когда его заставили отступить на пару шагов, в то время как его 6 золотых орудий были полностью разбиты. Что же касается угрозы монарха преисподней, то обе его руки превратились в облака кровавого тумана, и казалось, что он вышел из этого столкновения вторым. Однако эта рана, казалось, полностью стимулировала его жажду крови, и вместо того, чтобы отступить, он сделал шаг вперед со злобной силой. Бесчисленные черные узоры появились на его икре, а затем взорвались шарами черной ци, которые превратились в черного дракона длиной в несколько сотен футов, прежде чем броситься прямо на Хань Ли. В то же самое время все острые шипы на его доспехах выстрелили вперед, как полосы малинового света, и он открыл рот, чтобы выпустить малиновое облако, из которого появились бесчисленные черные насекомые размером с большой палец. Каждое насекомое было длиной с палочку для еды, с черными экзоскелетами и малиновыми крыльями. Их ротовые отростки были остры, как ножницы, и они устремились к Хань Ли со скоростью молнии. Несмотря на этот страшный шквал атак, Хань Ли оставался совершенно невозмутимым, потирая руки, прежде чем поднять их вверх, выпустив 6 золотых молний. Молнии превратились в 6 золотых питонов, которые в мгновение ока окружили черного дракона. Таким образом, между черным драконом и 6 питонами завязалась ожесточенная битва. В этот момент острые алые шипы также достигли Хань Ли, который сделал глубокий вдох 3 ртами в унисон, прежде чем выдуть порывы свирепого лазурного ветра. Как только порывы лазурного ветра подхватывали багровые шипы, последние разлетались во все стороны, полностью теряя след своей цели. Тем не менее, раи черных насекомых справились с лазурным ветром очень разумно, обогнув его после того, как разделились примерно на дюжину групп, прежде чем продолжить полет к Хань Ли. Хань Ли не обратил на это никакого внимания, и только когда насекомые были менее чем в 100 футах от него, слой обжигающего серебряного пламени снова появился над его телом, а затем раздулся, чтобы охватить всех ближайших насекомых в море пламени, мгновенно испепеляя их в пепел. Именно в этот момент позади Хань Ли появилась вспышка черной ци, и тонкий призрачный коготь пронзил серебряное пламя и защитный духовный свет вокруг его тела, как молния, а затем схватился за определенное место на его спине. Внезапно на спине Хань Ли вспыхнуло серебряное образование, и призрачный коготь ударил его с безошибочной точностью. Коготь, казалось, был наполнен невероятной силой, заставляя Хань Ли спотыкаться вперед. Однако серебряное образование на его спине осталось совершенно невредимым. Когда Хань Ли, спотыкаясь, двинулся вперед, он развернулся, чтобы ударить золотым клинком, который разрезал черную ци позади него пополам, чтобы показать обезьяноподобного зверя, который был около 3 футов ростом. У этого зверя был единственный рог на голове и пара белых глаз без зрачков. Тонкая рана тянулась от макушки до паха, и из раны обильно текла кровь. Обезьяноподобный зверь был разрезан пополам выступом лезвия. Однако Хань Ли на этом не остановился. Вместо этого он ударил 5 другими руками, чтобы выпустить бесчисленные дуги золотых молний, которые образовали золотую сеть, прежде чем обрушиться сверху. Внезапно 2 половины тела зверя превратились в 2 вспышки черной ци, которые выстрелили в обе стороны, проходя через золотую сеть молний в мгновение ока, как будто ее даже не существовало. Хань Ли был очень удивлен, увидев это, и он не мог не слегка запнуться. Воспользовавшись этой возможностью, 2 вспышки черной ци бросились назад в отступление, прежде чем снова объединиться в одну, чтобы сформировать обезьяноподобного зверя. Зверь одарил Хань Ли холодным взглядом, прежде чем мгновенно появиться рядом с головой гигантской угрозы монарха преисподней, а затем взорвался взрывом черной ци, которая поднялась вверх по ноздре гиганта. В результате отсутствующие руки гиганта мгновенно восстановились. Это вторая зарождающаяся душа. Нет, правильнее было бы назвать его второй душой, заметил Хань Ли, когда холодный свет вспыхнул в его глазах. Вы, должно быть, очень хорошо осведомлены, раз сразу его опознали. Действительно, эта вторая душа была очищена с помощью останков древнего зверя. Он не только совершенно бесшумен в движении, но и обладает силой, превосходящей даже мою собственную. Что это за образование у тебя на спине? Тот факт, что он смог выдержать полномасштабную атаку моей второй души, говорит мне, что это не способность из нижних миров, холодно усмехнулся монарх преисподней угроза, встряхивая парой новых рук. Почему бы тебе самому не прийти и не узнать? Холодно хмыкнул в ответ Хань Ли. В этот момент 6 золотых молниеносных змей уже разорвали черного дракона на части, а гигантское призрачное лицо и золотой вихрь уничтожили друг друга после длительной борьбы. Угроза монарха преисподней посмотрела на 2 световых барьера над головой и внезапно усмехнулась. С этой способностью в твоем распоряжении я не смогу представлять для тебя угрозу обычными средствами. Хе-хе, похоже, мне придется использовать свой козырь. Как только его голос затих, он испустил пронзительный крик, и 5 золотых призрачных дьяволов, которые все еще были заперты в битве с Цзиньтуном, внезапно высвободились, прежде чем полететь обратно к угрозе монарха преисподней в виде 5 золотых черепов, а затем исчезли в его гигантском теле в мгновение ока. Затем 5 черепов появились на шее гиганта среди вспышки золотого света, прежде чем произнести различные заклинания резко контрастирующими голосами.
По мере того, как пение становилось все громче и громче, бесчисленные черные узоры духов внезапно появились над телом монарха угрозы преисподней, прежде чем превратиться в тысячи призрачных лиц размером с кулак. Все лица были чрезвычайно живыми и носили широкий спектр различных выражений с их глазами, покрывая каждый дюйм тела гиганта. Сразу же после этого угроза монарха преисподней сделала ручную печать, и все призрачные лица медленно открыли глаза под взрыв зловещего хихикания. Внезапно полоса золотого меча Ци появилась из воздуха без какого-либо предупреждения, прежде чем вращаться вокруг головы гиганта, как молния, а затем появилась в нескольких сотнях футов в мгновение ока, показав себя Цзинь-Туном. Сразу же после этого голова гиганта скатилась с его тела, и Цзинь-Тун немедленно выпустил бесчисленные полосы невидимой Ци меча, которые сходились к обезглавленному гиганту со всех сторон, стремясь мгновенно разорвать его в клочья. Глава 2384. Сила тысячи призраков. Именно в этот момент 5 золотых голов на шее гиганта открыли рты, чтобы издать хор резких визгов. В результате пространство вокруг обезглавленного тела гиганта искривилось, и появился мерцающий золотой световой барьер. Шквал невидимого меча Ци ударил по световому барьеру в проливной буре, только чтобы быть отброшенным и полностью неспособным повредить световой барьер. В то же самое время одно из призрачных лиц на теле гиганта исчезло, и новая голова быстро появилась на месте обезглавленной среди взрыва черной Ци. Цзинь-Тун остался совершенно бесстрастным, увидев это, но холодный свет внезапно вспыхнул в его глазах, и пространственные колебания вспыхнули по обе стороны от гиганта, после чего 2 полосы Ци меча, которые были более 100 футов в длину, хлынули к нему крест-накрест. Казалось бы, несокрушимый световой барьер был мгновенно побежден, и гигант снова был обезглавлен. Однако второе призрачное лицо быстро исчезло из тела гиганта, и еще одна голова появилась на месте недавно обезглавленной, прежде чем насмешливо хихикнуть. «У меня есть сила тысячи призраков в моем теле, а это значит, что у меня есть 1000 жизней. Даже если ты убьешь меня сотни раз, это ничего не даст. А теперь давайте посмотрим, сможете ли вы выдержать атаку силы тысячи призраков». Как только его голос затих, все призрачные лица на теле монарха угрозы преисподней внезапно сошлись к его рукам, после чего он сделал хватательное движение обеими руками в унисон. Бесчисленные всплески черной Ци хлынули вперед, и все призрачные лица оторвались от рук гиганта, прежде чем принять чрезвычайно угрожающее выражение. Внезапно пара массивных когтей отделилась от руки гиганта, прежде чем распухнуть до размеров примерно акра, и один из них выстрелил вперед в сторону Цзинь-Туна, в то время как другой бросился прямо на Хань Ли. Выражение лица Цзинь-Туна впервые слегка изменилось при виде приближающегося гигантского когтя, и он тут же растворился в воздухе среди вспышки золотого света. Однако гигантский коготь сделал хватательное движение, и бесчисленные призрачные лица поблизости слегка исказились, прежде чем 5 черных цепей выстрелили из кончиков пальцев когтя. 5 цепей внезапно растворились в воздухе, затем резко потянулись назад, и Цзинь-Тун был вырван из пространства среди вспышки яростных пространственных колебаний с 5 черными цепями, плотно обмотанными вокруг его тела. Гигантский коготь немедленно вцепился в Цзинь-Туна, прежде чем попытаться раздавить его в своей хватке. Все призрачные лица вокруг когтя внезапно начали громко выть, а затем взорвались вспышками черной Ци, которая мгновенно затопила и Цзинь-Туна, и гигантского когтя. Однако в следующее мгновение 2 полосы невидимой Ци меча длиной более 100 футов появились внутри черной Ци, прежде чем уничтожить гигантский коготь и черные цепи, после чего Цзинь-Тун выскочил из черной Ци в виде шара золотого света. Однако бесчисленные призрачные лица были преобразованы в черную Ци в мгновение ока, и гигантский коготь мгновенно проявился между ними, прежде чем снова броситься к Цзинь-Туну. Ци меча, выпущенная из глаз Цзинь-Туна, была чрезвычайно мощной, но казалось, что эта способность не могла быть использована слишком много раз, и после того, как она была уничтожена гигантским когтем еще несколько раз, Цзинь-Тун был вынужден отступить, поскольку он сражался. Тем временем массивный коготь бросился в погоню без каких-либо ограничений, полагаясь на свое бессмертное тело, и последовала напряженная погоня. В то же самое время Хань Ли стоял лицом к лицу с другим гигантским когтем, но вместо того, чтобы принять уклончивые меры, его массивное тело раздулось еще больше, и серебряные образования появились по всей его коже, когда он набросился на гигантский коготь своими 6 огромными золотыми кулаками, стремясь уничтожить коготь только доблестью своего физического тела. Активировав свою мантру очищения 100 меридианов в максимальной степени, его 6 золотых кулаков были достаточно сильны, чтобы выпустить 6 золотых торнадо, которые заставили пространство за ними сильно искривиться и закрутить, представляя собой внушающее благоговейный трепет зрелище. Перед лицом таких страшных атак гигантский коготь ни на йоту не замедлился, и все призрачные лица вокруг него начали хихикать, открывая рты. Как только 6 золотых торнадо достигли массивного когтя, они были разделены и поглощены призрачными лицами, которые резко увеличились в размерах, прежде чем выпустить серию черных нитей из их ртов, мгновенно образуя черную сеть. После удара 6 гигантских золотых кулаков черная сеть лишь слегка покачнулась, но не была разорвана, и она воспользовалась этой возможностью, чтобы охватить все тело Хань Ли.
Однако именно в этот момент из тела Хань Ли вырвалось обжигающее серебряное пламя, образовав огненное облако, которое силой удерживало черную сеть на расстоянии. Тем временем гигантский коготь без колебаний потянулся в море пламени, в то время как черные нити, выпущенные призрачными лицами, сумели предотвратить приближение серебряного пламени. Таким образом, массивный коготь пронзил огненное облако без каких-либо препятствий, прежде чем схватить одну из 3 голов Хань Ли. Еще до того, как он достиг головы, 5 вспышек черной ци вырвались из кончиков пальцев когтя, образуя 5 черных цепей, которые спускались сверху. Хань Ли холодно хмыкнул, увидев это, и поднял все 3 головы, прежде чем открыть рты в унисон, выпустив 3 порыва свирепого лазурного ветра, которые сбили черные цепи с курса. Сразу же после этого лазурный ветер достиг гигантского когтя, и раздалась цепочка резких звуков, когда ветер превратился в несколько десятков маленьких лазурных мечей, которые в бешенстве атаковали коготь. Однако гигантский коготь, казалось, был неразрушим при поддержке силы 1000 призраков, и маленькие лазурные мечи были способны только оставлять бесчисленные слабые белые следы на его поверхности. Раздался глухой удар, когда массивный коготь, наконец, раздавил защитный духовный свет вокруг Хань Ли, только чтобы быть сдержанным несколькими серебряными образованиями, которые появились на голове, которой он тянулся. Бесчисленные призрачные лица вновь появились на поверхности огромного когтя, и раздался взрыв пения, после чего 5 пальцев когтя резко утолщились, а сила, которую он высвобождал, увеличилась более чем в 10 раз. Перед лицом такой разрушительной силы даже серебряные образования начали стонать и скрипеть, выглядя так, как будто они могли разбиться в любой момент. Увидев это, Хань Ли слегка вздрогнул и тут же положил руку себе на макушку, которая открылась, выпустив несколько шаров света разных цветов. Каждый шар света содержал проекцию другого истинного духовного существа, и они развивались в воздухе, прежде чем погрузиться в тело Хань Ли в мгновение ика. В следующее мгновение раздалась череда громких ударов, и на теле Хань Ли появилась серия золотых чешуек среди вспышки пурпурно-золотого света. В то же самое время из каждой из его 3 голов появился короткий рог, после чего ци соседнего мира начала сходиться, прежде чем в бешенстве направиться к Хань Ли. Было ясно, что Хань Ли не сможет победить угрозу монарха преисподней обычными средствами, поэтому он, наконец, развязал свою 3-ю трансформацию нирваны. Завершив трансформацию, Хань Ли издал громовой рев, прежде чем схватить гигантский коготь 2 руками, а затем с легкостью раздавил его. Сразу же после этого он открыл рот, чтобы выпустить вспышку золотого света, которая охватила сеть наверху, прежде чем втянуть ее в рот, чтобы быть съеденной. Угроза монарха преисподней была чрезвычайно встревожена, увидев это, и он поспешно указал пальцем в том направлении. Бесчисленные призрачные лица тут же снова появились вокруг Хань Ли, и все они приняли разъяренное выражение, прежде чем быстро произнести заклинание. Таким образом, еще один гигантский коготь быстро начал обретать форму среди призрачных лиц. Ты действительно думаешь, что сможешь продолжать использовать этот трюк снова и снова? Хань Ли холодно хмыкнул, одновременно ударив 6 кулаками. Пространственные колебания вспыхнули вокруг него, и 6 золотых вихрей появились из ниоткуда, прежде чем быстро вращаться на месте, выпуская чрезвычайно страшную силу всасывания и даже слабые следы силы законов. У всех призрачных лиц был только шанс испустить несколько мучительных воплей, прежде чем они были полностью сметены вихрями. Монарх преисподней угроза был поражен, увидев это, и он немедленно сделал ручную печать, на которой вновь появились призрачные лица, исчезнувшие из его тела. Затем они открыли глаза, чтобы выпустить зеленые нити света, сходящиеся в массивный столб света, который был толщиной с резервуар для воды, прежде чем мгновенно покрыть расстояние в несколько тысяч футов, чтобы достичь Хань Ли. На лице Хань Ли появилось свирепое выражение, и он протянул массивную чешуйчатую руку к приближающемуся столпу света. Раздался оглушительный грохот, когда зеленый столб света был остановлен рукой Хань Ли, а затем взорвался гигантским шаром света. Как только пыль осела, рука Хань Ли снова открылась, и она была совершенно невредима. Несмотря на то, что он пережил бесчисленные битвы в прошлом, угроза монарха преисподней не могла не быть ошеломлена, увидев это. Как раз в тот момент, когда он собирался высвободить какую-то другую способность, Хань Ли внезапно сделал хватательное движение одной рукой, и темно-зеленый длинный меч немедленно появился среди вспышки зеленого света, а затем мгновенно раздулся до более чем 100 футов в длину. Затем Хань Ли схватился за рукоять меча всеми 6 руками, прежде чем с торжественным выражением взмахнуть им в воздухе. Глава 2385. Костяной монарх Будды. Несколько полос пурпурно-золотого света появились над телом Хань Ли, и ци происхождения мира, которую он только что впитал, в бешенстве хлынула в гигантский зеленый меч в его руке. Ряд серебряных рун загорелся на лезвии, и зеленый полумесяц меча, который был более 1000 футов в длину, пронесся вперед, прежде чем исчезнуть в воздухе. Это глубокое небесное сокровище.
Угроза монарха преисподней немедленно воскликнула, почувствовав колебания закона, высвобождаемые гигантским зеленым мечом, и он поспешно сделал ручную печать, чтобы попытаться высвободить какую-то технику уклонения, но было уже слишком поздно. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули над угрозой монарха преисподней, и зеленый полумесяц снова появился, прежде чем спуститься к нему среди взрыва страшной силы законов. Пространство вокруг него немедленно сжалось, и все его тело было обездвижено силой законов, заставляя его чувствовать себя так, как будто он был запечатан в массивной ледяной горе, делая все попытки борьбы совершенно бесполезными. Глубокий небесный меч был намного мощнее, чем ожидала угроза монарха преисподней, и ни одно из глубоких небесных сокровищ, которые он видел в прошлом, не могло сравниться с его силой. Я уступаю. Снимите ограничения. Мертвых монарх угрозой вопил в ужасе образом, и двумя световыми барьерами, захватывающая всю гору, мгновенно исчез, а зеленый полумесяц все-таки продолжил путь без остановок. После попытки использовать несколько видов секретных методов, чтобы спастись, все без толку, мертвых монарх угроза была, наконец, отчаялся. Сила тысячи призраков, взорвись. Вдруг призрачные лица на его тело превратили в ярко-красный цвет, прежде чем взорваться на фоне череды оглушительный бум. Облако кровавого тумана немедленно разлетелось во все стороны, значительно сводя на нет силу законов в окружающей местности. В то же время тело монарха угрозы преисподней быстро уменьшилось до своих первоначальных размеров, и он с трудом освободился от связывающей силы законов, прежде чем подняться в воздух. Хань Ли холодно хмыкнул, увидев это, и внезапно, как молния, ударил своим гигантским зеленым мечом. Это был чрезвычайно обычный на вид удар, но передняя половина гигантского клинка исчезла, как только атака была развязана. Угроза монарха преисподней только что уклонилась от зеленого полумесяца, но прямо в этот момент рядом с ним из ниоткуда появилась полупрозрачная гигантская проекция клинка среди вспышки зеленого света, затем вспыхнула в воздухе и разрезала его тело пополам, полностью игнорируя защитное багровое пламя, горящее над его телом. Угроза монарха преисподней издала мучительный вопль, но он все еще не паниковал, когда сделал ручную печать, на которой его нижняя часть тела мгновенно взорвалась облаком кровавого тумана. Верхняя часть его тела была окутана кровавым туманом, а затем исчезла на месте среди оглушительного грохота. Намек на насмешку появился на лице Хань Ли, когда он увидел это, и он указал пальцем в том направлении, где зеленый полумесяц также взорвался бесчисленными темно-зелеными нитями, которые мгновенно пронзили пространство, где только что исчезла угроза монарха преисподней. Еще один мучительный крик раздался среди вспышки яростных пространственных колебаний, и верхняя половина тела монарха угрозы преисподней снова появилась. Однако сейчас он был испещрен бесчисленными дырами, напоминающими выброшенную тряпку. Тем не менее, угроза монарха преисподней все еще была жива, и несколько могущественных сокровищ были освобождены из его сильно разоренного тела. Сокровища быстро сомкнулись вокруг него, и он побежал в другом направлении. Однако Хань Ли уже использовал свой глубокий меч Небесного Духа, поэтому он, естественно, не собирался позволить своему противнику сбежать. Пролетев чуть более 10 тысяч футов, золотой свет внезапно вспыхнул перед угрозой монарха преисподней, и Хань Ли появился в полной тишине, прежде чем протянуть гигантскую золотую ладонь к своему противнику. Раздался оглушительный грохот, когда оборонительные сокровища монарха преисподней грозы и то, что осталось от его тела, были легко уничтожены золотой пальмой. Внезапно два шара черной ци вылетели из его разрушенного тела, прежде чем убежать так быстро, как только могли, в разные стороны. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это, и он провел пальцем по одному из шаров черной ци, выпустив полосу лазурного меча ци, которая разрезала существо внутри черной ци пополам. Это был никто иной, как тот обезьяноподобный зверь. Сразу же после этого бесчисленные дуги золотых молний выскочили из ци лазурного меча, мгновенно испепеляя зверя в пепел. Без поддержки магической силы монарха преисподней угрозы эта вторая душа оказалась неожиданно хрупкой и не смогла мгновенно восстановиться, как это было раньше. Как раз в тот момент, когда другой шар черной ци был готов вырваться, вспышка света вспыхнула по обе стороны от него, и кровоголовый змееподобный зверь, спотыкаясь, вышел из балк ци среди мучительного вопля. Однако он успел сделать только несколько шагов вперед, прежде чем его тело полностью развалилось, и бесчисленные всплески черной ци вырвались наружу среди череды призрачных криков. Прямо в этот момент Цзинь Тун появился наверху среди вспышки золотого света, затем поднял руки, чтобы выпустить бесчисленные полосы невидимого меча ци, который уничтожил всю черную ци в течение всего нескольких вдохов. Таким образом, угроза монарха преисподней была действительно мертва. В то же самое время крышка одного из 10 гробов из голубого камня, расположенных в подземном зале в другом мире, внезапно взорвалась, и темная фигура резко встала внутри гроба, когда он взревел яростным голосом: «Кто посмел убить мое тело? Не дай мне столкнуться с тобой. Иначе, как только я сделаю новое тело, я буду мучить тебя всю вечность». Затем темная фигура выплыла из каменного гроба и быстро вылетела из зала. Вернувшись в человеческий облик, Хань Ли держал в руке красную бусину размером с кулак. Бусина была окутана слоем черной ци, а ее поверхность была испещрена бесчисленными черными пятнами.
черные пятна казались совершенно ничем не примечательными, но, осмотрев их своими духовными глазами, Хань Ли обнаружил, что это были бесчисленные миниатюрные призрачные лица. Эта бусина была чем-то, что Хань Ли получил от разрушенной души монарха преисподней угрозы, и он пробормотал себе под нос со слабой улыбкой. Интересно. Это то, что стоило бы тщательно изучить. Затем бусина была убрана легким движением руки, после чего он повернулся к ближайшим горам. Все остальные горы в настоящее время все еще были окутаны легкими барьерами, указывающими на то, что его битва была первой, которая завершилась. Помня об этом, Хань Ли бросил многозначительный взгляд на гору посередине, прежде чем полететь к горе слева. Если он правильно помнил, это была гора, которую выбрала Вэнь Синьфэн, и с его помощью она должна была быстро позаботиться о своем противнике. Всего через несколько вспышек он появился над световым барьером и сделал хватательное движение, чтобы вызвать миниатюрную черную гору, которая быстро-резко увеличилась в размерах, прежде чем ее швырнуло вниз. В то же время он сделал ручную печать, чтобы выпустить проекцию лазурного меча длиной более 1000 футов, которая обрушилась с разрушительной мощью. Цзинь Тун также последовал его примеру, высвободив бесчисленные полосы невидимой ци меча, которые обрушились вниз проливным дождем. Два световых барьера над горой явно не могли противостоять атакам Хань Ли и Цзинь Туна, и они были быстро разрушены, чтобы показать сцену внизу. Как и ожидал Хань Ли, на этой горе все еще шла ожесточенная битва, и она была разделена на два поля битвы. На одном из сражений летающий соболь Вэнь Синьфэна раздулся почти до 10 000 футов и яростно сражался с двухголовой гигантской ящерицей примерно такого же роста. Летающий соболь беспрестанно хлопал крыльями, дуги серебряных молний покрывали каждый дюйм его тела, в то время как двуглавая ящерица выпускала из одной пасти багровое пламя, а из другой черную ци. Оба существа были чрезвычайно выносливы, и даже когда они сталкивались снова и снова, ни одна из сторон не могла одержать верх. Что же касается другого сражения, то оно было довольно странным. С одной стороны, Вэнь Синьфэн сидела в зеленом бамбуковом лесу, делая ручную печать с закрытыми глазами. Все ее тело было окутано пятицветным одеянием света, а над головой парила белая пластина формирования, из которой выпускались бесчисленные серебряные руны. В нескольких тысячах футов от нее было огромное море крови размером более 100 акров, внутри которого была чернильно-черная платформа лотоса, на которой сидел полный человеческий скелет. Скелет был полностью покрыт кровью, и были даже некоторые части его тела, где плоть не полностью отделилась. Однако одной рукой он делал ручную печать, а другой нес малиновую чашу, совсем как обычный человек. Позади скелета было огромное пространство золотого света, которое было размером около акра с безграничным золотым пламенем, горящим внутри него. Как ни странно, после высвобождения их соответствующих секретных техник и сокровищ, чтобы защитить себя, скелет также сидел совершенно неподвижно на платформе черного лотоса, как и Вэнь Синьфэн. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и он бросил свой взгляд на определенную область между ними двумя синим светом, вспыхивающим в его глазах. В результате эта, казалось бы, пустая область внезапно превратилась в два мира, где сосуществовали прямые противоположности жизнь и разрушение.